На этом самом месте вечером 23 сентября минский таксист спас протестующего, который убегал от силовиков. Вот как это было. Многим интересно, что стало с авторами этого видео. Его сняли двое журналистов Еврорадио. Силовики подбежали к ним сразу же после того, как такси рвануло туда по улице Притыцкого. Их положили вот прямо где-то здесь лицами в тротуарную плитку и заставили удалить с телефонов все, что было снято на этом пятачке. Но произошла какая-то магия, чудо, и мир все-таки увидел ролик о том, как таксист спасает минского протестующего. Через несколько дней после этого инцидента таксист, уже будучи знаменитым на весь мир, нашел нас, и мы записали его историю. Я парень, 21 год, сам не из Минска, а с Гродненской области. Вот, переехал сюда жить, работать. Вот, устроился сразу в такси, работаю где-то полгода, может быть, чуть больше. Поехали с девушкой на Пушкинскую. Как только вышли, увидели, что силовики начинают уже бегать. В итоге быстренько залезли обратно в машину и поехали. Стали на светофоре, так как был красный свет. Я обратил внимание, что за парнем бегут силовики. Сначала один бежал, он подбежал к подъезду. Парень этот спрыгнул с перил, чтобы силовик его не догнал. Силовик, естественно, постоял немножко, подумал и спрыгнул вслед за ним. Я увидел, что парень бежит, кричал ему, чтобы бежал сюда, в машину садился. Вот. Он сначала, видимо, не услышал меня, побежал немножко в другую сторону. Потом я ему крикнул опять и уже побежал к машине. Вот. Пока он садился в машину, ко мне подбежал силовик, начал бить электрошокером. После того, как уже парень закрыл двери, я уже вырулил и уехал оттуда. Вот. В общем, мне разбили немножко машину, разбили стекло. Мы с парнем пообщались, познакомились, дали водички попить. Вот, и спросили, куда довезти. Он нам сказал, и мы его подвезли поближе к дому. Вот, высадили и уже поехали дальше, так сказать. Когда человек садился в машину, я старался хоть как-то отбиться от электрошокера, потому что мог и сознание, в принципе, потерять, и были бы последствия гораздо хуже. Я хотел ему помочь, потому что все прекрасно знают, что сейчас силовики делают. И не хотелось, чтобы парню досталось, а то и оказался в итоге потом калекой. Вот, и хотелось ему очень помочь, поэтому звал, в принципе, к себе. Честно, страшно не было, просто ситуация была такая, что решалось все за долю секунды. Это арендованный автомобиль, я его арендовал, и арендовал я его не у самого таксопарка. Мне разбили заднюю форточку, стекло, ударили по двери. Дверь в итоге ее скривило настолько, что заднее стекло сейчас не закрывается. Вот, побили багажник, сделали вмятину на крыле, в итоге фара торчит на данный момент. Когда выехал на бордюр, помял диск. Ребята с этим помогли, мне его выровняли. Спасибо им большое за это. Вот так, в принципе, на этом все. На СТО я менял стекло, так как пассажиров, так сказать, нельзя с такой машиной возить. Без стекла я поменял стекло, ко мне подошел мужчина, позвонил на другое СТО, сказал, что мне помогут, бесплатно сделают. Вот. И я поехал на другое СТО, мне сделали штамповку бесплатно и поехал дальше по своим делам.
Сейчас я планирую на какое-то время переехать в другую страну, так как последствия после этого могут быть, конечно, серьезные. Не хватает немного в плане финансов, а так, в принципе, мне с остальными помогают. Каждый раз ездишь на работе и осматриваешься. Там кто-то с мигалками едет за тобой, не за тобой. В общем, как-то так.